Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы рассмотрим новый проект, который анонсировал CoinList. Для участия в проекте нужно быть зарегистрированным на CoinList, для этого переходим по ссылочке в описании видео и, регистрируясь, проходим еще и верификацию, подтвердив свою личность. Без этого, к сожалению, вы никаким образом не сможете принять участие в токен-сейле. После того, как вы зарегистрировались, прошли верификацию, во вкладке Dashboard вы можете видеть актуальные проекты. В данный момент это Gaia of Guardians, и давайте перейдем на него и посмотрим, что это за проект. В последнее время на CoinList что-то часто стали появляться NFT-игры, и вот в очередной раз снова NFT-игра. Также по расторговке у нас две опции, обе пройдут 10 ноября, но регистрация доступна только до 7 числа. Время указано в UTC, а чтобы получить московское или киевское, просто прибавьте 3 часа. Если в прошлый раз была карточная игра, то теперь это многопользовательская фэнтезийная ролевая игра, в которой игроки создают стражи своей мечты и соревнуются в гильдиях, чтобы зарабатывать грандиозные награды. Видение данного проекта это, стать, наверное, самой популярной RPG в мире, вот так они во всяком случае пишут, в которой миллионы игроков могут превратить свою страсть к играм в ролевые активы в виде невзаимозаменяемых токенов NFT. В общем, чем больше играешь, тем больше зарабатываешь. И это становится все более популярным. Не просто играть, потратив деньги на игру, а играть еще и зарабатывать. Просто стоит обратить еще и на тот момент, что игра будет бесплатной. Движемся дальше и переходим к разделу «Ключевые моменты». Увлекательный игровой процесс в жанре ролевой игры нам обещают разработчики. И данная игра будет интересной и увлекательной, потому что сочетание ролевой игры, глубокой стратегии, динамического метагейма с торговой экономикой и игрового процесса, вот что самое интересное, ориентированного на социальные сети, будет поддерживать интерес игроков на долгие годы. Видно, они хотят как-то быть связанными с социальными сетями, чтобы интерес был и хайп игры на долгое время. Давайте рассмотрим механику игры и заработка. Глубокая и устойчивая экономика Gaia of Guardians позволяет игрокам играть бесплатно и зарабатывать как NFT, так и собственные токены GOG. Токены GOG, сейчас мы до них дойдем. Как и в реальной экономике, вы можете выбрать, как вы хотите специализироваться или играть в экономике гильдии стражи. В общем, экономика, основанная на токенах GOG, будет таким образом, что чем больше вы играете, тем больше получаете и зарабатываете эти самые внутриигровые токены. Вы их можете тратить на создание новых NFT, можете тратить их на героев, на предметы, и часть всех этих доходов от игры будет распределяться между держателями токенов через вознаграждение за активные ставки. То есть выгодно не только играть, но и быть холдером данного токена игры. Далее у нас стимулы, основанные на сообществе. Тут чем больше ты активен, чем больше ты играешь, холдишь, тем больше тебя и вознаграждают, и тем больше развивается сам проект. Теперь высокая доступность на мобильных устройствах. Игра будет доступна на iOS и Android, что сделает ее сверхдоступной для всех. Базовая технология будет основана на проекте Immutable X, позволяя игрокам наслаждаться мгновенной торговлей без газа, что способствует созданию опыта, когда игроки даже не знают, что они используют технологию блокчейн. В общем, проще говоря, игра у нас будет на блокчейне, но многие игроки, которые будут ее скачивать на iOS, Android, они, возможно, даже не будут понимать, что вообще участвуют в каком-то блокчейн, криптовалютном проекте, и, возможно, только спустя время осознают это. Понятное дело, мы это знаем, и мы можем либо сразу влиться в данную игру и наслаждаться ей, понимая, что мы можем еще и заработать, либо просто же заработать на этих токенах путем спекуляции. Далее, пожалуй, самое важное и интересное для всех тех, кто регистрируется на CoinList, то есть это покупка данных токенов. Как обычно, представлено две опции, первая и вторая. Регистрироваться можно в каждую, и где повезет, там и закупиться токенами. Если повезет в обоих, значит закупиться в обоих. Самое главное отличие между двумя опциями – это период разблокировки, то есть во второй вы получите только лишь через год свои токены, а вот в первой половину всех токенов вам начислят уже через 40 дней, в то время как остальную половину вы получите также через год. Закупиться можно будет минимум на $100, а максимум на 500, причем в обоих опциях. Цена в первой опции будет 10 центов, а во второй 0,7,5. В первой опции будет продано 40 миллионов токенов, во второй 20 миллионов.
И это будет 4 или 2% от общего предложения в целом. Способы финансирования, то есть покупки можно будет делать на USDT, USDC, эфир или биткоин. В обоих опциях одинаково. Не могут принимать в данном токен-сейле жители Канады, США, Австралии, Китая и неподдерживаемые юрисдикции CoinList, которые можно посмотреть по ссылке. Далее, для того, чтобы зарегистрироваться, нужно перейти вот на эту страницу и нажать кнопку «Зарегистрироваться сейчас» в первой или во второй опции. Регистрироваться советую в обоих, я так делаю всегда, потому что пробиться вообще к покупке очень сложно. И куда повезет влезть, там и покупаешь обычно токены. Маловероятно, что вам повезет в обоих вариантах. Идем дальше и переходим в раздел «Токеномики». Здесь у нас диаграмма, как распределены токены. Общее количество предложения токенов GOG составляет 1 миллиард, а на CoinList будет продано в общей сложности 60 миллионов или 6% от общего предложения. Вот мы видим, как распределены токены в цифрах. Общее предложение 1 миллиард. Вознаграждение игрокам предусматривает 350 миллионов, развитие комьюнити 280 миллионов, 200 миллионов пойдет разработчикам. Потом на гильдии какие-то у нас 60 миллионов, Public Sale 60 миллионов и Private Sale 50. Но он уже был пройден. Сейчас у нас идет Public Sale. Вот 6%, которые будут на этих двух опциях распроданы. И идем дальше. Вот так тоже это все можно посмотреть визуально, как чего. Геймплей можете посмотреть, зайти сами. Основной цикл игры мы, в принципе, это уже все читали, все это повторяется. Идем дальше. Дорожная карта, развитие. Видим, что проект уже с 2020 года у нас разрабатывается. И сейчас у нас 21. Если даже взять в расчет, что токены будут во второй опции заблокированы на год, то получите их уже в 2022 году, в то время как дорожная карта у проекта до 2023. Ну, в принципе, это очень даже хорошо и не так уже страшно. Так, здесь у нас показано, сколько вообще сообщество примерное у проекта. Видно, что 4,6 миллиона NFT продано, несмотря на то, что игра только выходит в массы. И спонсоры и партнеры. Здесь мы видим большой список партнеров, и, в принципе, они очень гордятся тем, что собрали основную группу спонсоров, которые являются основателями и лидерами в области блокчейнов. В принципе, список не маленький, это хорошо. Также данный проект сотрудничает с рядом выдающихся деятелей в области игр, DeFi и NFT. Здесь такие, как Ubisoft, Immutable и пошло-поехало. Это тоже хорошо. Что у нас тут еще остается? Ага, это отзывы. Команда. На этом заострять мы сильно не будем внимания. Кому интересно, заходите, почитайте. Если посмотреть Twitter, то здесь я вижу, что уже почти 75 тысяч подписчиков. Почему я заостряю на этом внимание? Потому что проект был не так давно добавлен в CoinList, и здесь они предоставили такие данные, что вот у них в сообществе Twitter всего лишь 50 с небольшим тысяч подписчиков. Как вы видите, количество подписчиков увеличилось почти на 25 тысяч, и это очень хорошо, потому что проект растет, а это значит, он будет пользоваться спросом, популярностью, и в него будет играть большое количество людей. Ну, как минимум, даже если не играть, то интерес к токену, как вы видите, есть кому проявлять. И это, конечно же, очень хорошо для спекулянтов, потому что если токеном никто не интересуется, то никаких иксов рассчитывать не стоит. Здесь же, конечно, видно, что сообщество формируется. Это плюс. А на этом у меня все. Вы были на канале Путь Богача. И если нам с вами по пути, то подписывайтесь. Это наш с вами совместный путь, который мы пройдем вместе. Вместе проще, вместе легче. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии.